Сегодня очередной выпуск новостей из мира шоу-бизнеса и антикоррупционного комитета Никиты Михалкова за последнюю неделю. Сотрудники команды Никиты Михалкова и Следственного комитета товарища Бастрыкина за последнюю неделю провели самую крупную глобальную проверку ночных клубов и других злачных заведений на территории Российской Федерации. Антикоррупционная проверка проходила в 17 крупных городах Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Калининград, Уфа, Набережные Челны и многие другие. В результате проверки были закрыты, арестованы и конфискованы более 117 ночных клубов и других злачных заведений. 6 директоров ночных клубов отправились в следственный изолятор. В результате проверки было конфисковано более 17 миллиардов рублей незаконных финансовых средств. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков отметил, что это была самая глобальная проверка ночных заведений за последний год. В этом месяце Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с товарищем Михалковым вновь оказала финансовую помощь некоторым категориям граждан Российской Федерации. Были перечислены финансовые средства на увеличение зарплаты работникам Почты Российской Федерации и санитарам медицинских учреждений. Пресс-служба комитета сообщает, что сотрудники организации будут добиваться, чтобы зарплата работников почты была увеличена минимум на 11%, а зарплата санитаров медучреждений как минимум на 9%. Против известного российского музыканта по имени Моргенштерн, который на данный момент проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, возбуждено уголовное дело по статье «Измена Родине», а статус инагента продлен еще на 3 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала незаконная коммерческая деятельность музыканта на территории России и дальнего зарубежья, а также его провокационные посты в социальных сетях, направленные на дискредитацию Российской Федерации и спецоперации. Сегодня утром в Санкт-Петербурге при исполнении служебных обязанностей серьезное ранение получил член антикоррупционного комитета, известный российский фигурист, муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов. Чернышов работает в организации Никиты Михалкова 2-й месяц. За это время Петр Андреевич проявил себя отважным и принципиальным сотрудником. Чрезвычайная ситуация произошла около дома артиста при выходе из подъезда. 53-летний фигурист и охранник антикоррупционного комитета, бывший участник спецоперации Петр Сергеев, перевозили важные документы в центральный офис антикоррупционного комитета. При выходе из подъезда на них было совершено нападение неизвестными лицами. Охранник антикоррупционного комитета Петр Сергеев успел своевременно среагировать на опасность, однако преступники все же успели нанести ранение Петру Чернышову. Петру Андреевичу был нанесен удар по голове тяжелым предметом. Преступники были задержаны, а Петр Андреевич Чернышов был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. В Москве возбуждено двойное уголовное дело против семьи известного композитора Дмитрия Маликова, в частности против его супруги Елены Изаксон и сестры Инны Маликовой. Модель и бизнесвумен Елена Изаксон обвиняется по нескольким направлениям. Первое – это хранение дома запрещенных веществ, а второе – незаконные операции с крупной суммой валюты. Елена Изаксон попыталась вывести в Черногорию более 30 миллионов долларов. Арест Елены Изаксон произвели прямо в аэропорту Шереметьево. На данный момент проверяется, не участвует ли в данной преступной схеме супруг Елены Изаксон Дмитрий Маликов. Незарегистрированная денежная сумма 30 миллионов долларов была конфискована. Ну а сестра Дмитрия Юрьевича Маликова, Инна Маликова, обвиняется в серьезном нарушении авторских прав.
Жалобу и заявление в полиции на артистку написал известный российский композитор Виктор Дробыш. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Несколько дней назад на известного российского актера театра и кино Александра Дьяченко в Соединенных Штатах Америки в городе Майами было совершено нападение с целью ограбления. Чрезвычайное событие произошло в вечернее время суток. На Александра Дьяченко напали незнакомцы. Известный артист в результате нападения получил черепно-мозговую травму, лишился кредитных карточек, телефона и крупной финансовой суммы. На данный момент состояние артиста диагностируется как средне-тяжелое. Новости криминального характера. Трехэтажный особняк пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего, который находился в Подмосковье, подвергся ограблению. По данным прессы, особняк был построен совсем недавно, и он еще не был оснащен надежной охраной. В результате нападения и ограбления были похищены ценные вещи, какие именно не уточняются. Однако достоверно известно, что ущерб от разбойного нападения составил более 7 миллионов рублей. Сам пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего в момент нападения не находился в особняке. Член антикоррупционного комитета, известный советский и российский актер Александр Михайлов, выдал замуж свою дочь, 22-летнюю Мирославу Михайлову. Мирослава Михайлова вышла замуж за своего сокурсника по институту Анатолия Черникова. Регистрация брака проходила в весьма необычном месте – в библиотеке-читальне имени Александра Сергеевича Пушкина. В старинном особняке XVII века артисты обменялись клятвами любви и верности. По-прежнему тяжелым остается состояние здоровья члена организации известного советского и латвийского композитора Раймонда Паулса. Раймонд Паулс получил тяжелую черепно-мозговую травму во время антикоррупционной проверки в Санкт-Петербурге. У Раймонда Паулса возник конфликт с питерским чиновником, который был пьян и нанес Раймонду Паулсу увечья. Раймонд Паулс упал с лестницы 2-го этажа. На данный момент еще несколько сотрудников организации находятся в больницах в состоянии разной тяжести. Это певица Ирина Аллегрова, актриса Ирина Муравьева, певец Алексей Глызин и актер Борис Щербаков. Ну а несколько дней назад сотрудники антикоррупционного комитета поздравляли с днем рождения своего товарища, известного советского и российского актера театра и кино Игоря Костолевского. Игорю Матвеевичу Костолевскому исполнилось 76 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.